Ну, братцы, это совсем никуда не годится. Ну что это такое, а? Что за зима началась у нас? Закрой рот, ты всю ночь лаешь, блядь. Тебя как звать вообще? Закрой рот! Вообще собака невоспитанная. Не понимает ничего, не кричишь на нее. Бесполезно. Лает и все. Смотрите, какая у нас погода. Ужас. Ужас. Андрей Владимирович тут у нас с утра пораньше уже пошел. Ну, конечно, за еду работает. Ну, конечно. ну, я думаю, сейчас обед вкусный будет. Сегодня что приготовить? Не знаю, там что-нибудь вкусненькое. Ага. Вот так вот. Погода, ну, еще уматная. Я такого не припомню на своем веку, если честно. Погода? Ну. Камеру хоть снять. Включить, что мы тут делаем. Вон посылка. Жека, привет тебе. 60 с чем-то дней она шла до нас. Колбасы всякие. Сыры. Обед у нас, в общем. Мужики поехали там солонец мастырить старый. Тут красиво. А у нас обед с Андрюхой. Повыше там цепляет еще. Че, крючок надо? Крючок здесь лежит в машине. Не успели отъехать, скинуло нас с мостика. Скользко. Мост широкий, под шаху делали. Я не ну, только-только по краям. Вчера проскочил, главное, сегодня он раз и соскользнулся по снегу. Сейчас вытянем. Пошли мы делать эту сидушку на солонце. Нашли тут солонец старинный какой-то еще древних времен. Сидьба там сгнила. Сейчас сделаем там новую. Будем зверя снимать на видео. Подснежники под снегом. На этих ветках сейчас будем делать лабос, ну, сидьбу. В том разветвлении там. Старая сидуха была вон на той липе. Штыри там забитые не остались, уже все, ну, сгнила сама сидушка, нет. Ядовина, вот она. Ну, тут сейчас снегом припорошило, не видно путем. А это вообще яма. Все это выедено. Это мы уже тут подсаливали. Старая ядовина где-то тут была тоже яма. Начнем. Что, плохо я не стало за 60 с чем-то дней? Вроде нет. А ничего, нам у нас плохо не стало, это что будет. Я и говорю, как бы.
Это масло оливковое, домашнее. Салаты будем делать. Это не полуфабрикат или уже готово к употреблению, интересно? Или ее готовить еще надо? Это вот непонятно. Давай сейчас разберемся. Какое число сегодня, мужики? Сегодня 5. 25 апреля. Первый снег. Капец, блин. Завалило снегом. Че, сыр? Ты попробовал сыр? Нет. Вот это бутерброд у тебя. Да. И сыра еще сверху надо. Так по-любому все итальянцы едят. Ну, сыр вкусный. Ну да, это сыр, а не сырный продукт. Хоть видео поснимать, что мы тут делаем вообще. 2 доски вот необрезные сюда прифигачили. Ну, они сырые. Там полиэтиленом накрыты были собаки. Мошковали там, поизорвали все. Доска промокла, сейчас она повисит немного здесь и это высохнет. Уже достаточно такая сухая, вообще мокрая прям была. Все это шлифанется. Не знаю, может уберем потом вот эти, если не будет смотреться. Вот это все равно не отшлифуется. Даже если белизну, там все равно не поможет она. Здесь будет наличник. Здесь. Так, что у нас тут? Каменщик наш. Та-дан! Все, доделал он стенку. Все красиво. Сейчас затирка швов. И все. И тут тоже обналичка будет. Все отлично, друзья. Не снимаем, потому что сыро, как-то холодно, блин. Слякоть вот это. Я сейчас на пол докидаю все равно, чтобы клей не испортился остатки. Он засохнет. И освещение тут фиговое у нас. Надо вот провода привезли, сейчас будем заниматься еще и освещением в этой поездке. Ставить какие-нибудь светильнички, подсветки, ленты. Все это есть в наличии. Здесь лента будет, здесь будет лента. Сюда дверь надо будет поставить, привезли дверь стеклянную. Ну все, плиткой под кирпич декоративный доделано, швы затерты, промазаны. Осталось водичкой помыть все. Вот небольшой косячок здесь замазали. А так все в принципе неплохо. Ну тут кусочки, ну тут обналичка будет. Все закроется. Отлично все. Дальше установка у нас. Я не знаю, как называется. Полки вот на портале вот. Сейчас сюда все по размеру сделали. Ее брошировали. Натерли маслом под орех. Сейчас будем ставить. Даже опять колхозят. Колхозим. Как без этого? Не знаю, зачем мы туда этот. Ну так что. Декоративный этот. Как он называется-то? Не чопик же. Клепка. Все равно тут все закроется. Ну, влага не будет попадать зато. Без единого гвоздя. Это главное. Так, почему мы не засверливаем, Андрей Владимирович? Можете сказать? Я бы сказал. Потому что Иван Иванович забрал у нас шуруповерт.
нас остался только гайковерт. И у нас есть вот такие прекрасные штуки, что нам... И они как раз залетают туда. Вот и все. Несколько у нас гайковерт подходит. Всему. Придавливай. Низ не надо поправить правее. А, все, никак не поправим. Сверлили же. По уровню. Отлично. Самое главное. Чупики. Чупики, чупики. Что, не будем их закрашивать? Пусть такие беленькие останутся. Или замажем. Замажем, будут темнее. Замажем. Тряпка мокренькая. Что, здесь молоточка нет? Да колоти уже гайковертом, нормально все. Хопа! Красота среди бегущих. Че? А я там отрезал на улице. Пойдет. Заколхозили. С улицы глянь, как красиво. Ничего. А то мы не доставили. Ну. Тут еще один час. Все достала. Все, и тут плотно. Плотничком. Что сюда ставят? Свечи какие-то, да? Подсвечники, нет? Да. Что еще там? Трусы ложат. Ну да, это ставят в нормальных местах подсвечники, наверное, а у нас будут трусы, майки, носки. Потом это будет все сжигаться. Та-дан. Ну, сколько досок было, пока так вот сделали. Ну, основу сделали, можно сказать, все. Остальное мелочь. Застелить там, крышу сделать. Это еще завтра, наверное, придем доделаем. Принесем досок еще. Полок какой-нибудь на крышу. Ой, блин. Ой.
быстро камеру, медленно. За толстая, наверное, цепляй. А? Вырви ты. Вот, друзья, хотел показать. Кто-то там написал, что мы колхозим, что-то не так делаем. Посмотрите, а вот эти люди продают за деньги. Вот смотрите, коробка как выполнена. Вот видите, ну что это? Это качественная работа? Просто сколотили ее, блядь. Да, сколотили внахлёсту и Низ все. еще более-менее. Или это у них наоборот? Ну, низ они хоть это там вставили, а здесь просто внахлёст нафигачили и все. Ну хоть доехала сюда, слышь. Что, давай Вон Иваныч, наверное, за шахой идет. Застрял. А, это... Ну тоже Иваныч, что? Иван Иванович. Смотри, Григорий Иванович. уставший идет. Что, давай? Батя замучил его. Затащим. Давай. На тазик только под ног разберешь. Что, Иван Иванович, как конструкция там этой? Это что-то специально так делал? Ну, низ нормальный, видишь, а вверх по вот размеру всё. не выпилили. А может там дышало, но сюда ж тепло шло? Не, ну все равно зазор же будет. Может, для регулировки какой? Блядь, может. Только не знаю, нахуй, кто ее делал. Латы затыкивать будем. Да, будем джутом затыкивать. Так, Андрюха тут вон что придумал. Подвесы эти для профиля. С ними попроще регулировать, там туда-туда. Ну и немножко схитрили. И все отлично. Дверь грязная после дороги. Все помоется, конечно же. Во всех положениях стоит. Все и плотненько закрывается. Еще магнит какой-то был бы. Ну да, вот она как-то должна же как-то фиксироваться, раз. Но она, в принципе, мы ее так сделали с таким наклоном, что она под чуть-чуть под собственной этой, под собственным весом закрывается. Психу или хлопнет. Да вот опасно, говорю, вот в таких местах. Это ладно, мы аккуратненько там будем, а вот кто-то балдой, может быть, там, да, раз там захлопнет, и все, она тут вся осыпалась. И потом начнутся вот эти рассказы. Ой, да я не знаю, да собака забежала, хвостиком махуля. И дверь разбилась. Так и будет, да, наверное? Фу-фу-фу. А вот это что за пластмасска вот здесь? Тоже регулировочная какая-то или что это? Да, не знаю. Может, чтобы это не сильно не прижималось, это стекло железка. Ну, может быть. Так вставлять удобно. Так, распускаем бархат, обрезной край делаем, второй оставляем необрезной. Шлифуем и все, и на чисто это на наличники пойдет это все хозяйство. Ну, тебе нравится баня, какая у нас получается? Конечно. Вообще? Шикарная, да? Очень. Вот это надо Костя ценить, особенно с дверью, аккуратнее, со стеклянной. Сам понимаешь, стукнул и все. И прощайся с жизнью. Не очень. Ну как от меня, наверное, до дерева цепь. Такой высоты? Ну, чтоб не путалась она, эта цепь. Да пониже, наверное. Угу.
На, походи, поснимай, зацепишь. Там. Да что так снимай, что будет-то? Смотри, как. Ну да, мне так же бежало, когда ставил. Я тоже снимал. Вот, все, она побежала. Сок березовый текет. Свежевыжатый. Все. Доброе утро, друзья. 26 апреля. 26 апреля. Унылый вид такой, знаете. Да, Константин Владимирович? Вот стихотворение русского классика, знаете, подходящее вот под данную погоду. Слушайте. Холодно стало, осень настала. Куры говно перестали клевать, а под забором корова насрала. Ну что за погода, ядрит твою мать. Сергей Есенин, 1914 год. Я не знал такого стихотворения. Не знал, да? Я тебе много таким стихам научу. Есть те, которые у Есенина даже произносить нельзя на широкую аудиторию. Вот это дубак, а! Вот это дубак! Сколько тут у нас? У нас даже что-то стрелка посыпалась. Вот видите, она как-то штрих-пунктирной пошла. Ну что там, 0, -1. Дубариловка конкретная. А где-то сейчас лето, тепло, +20, +30. А у нас вон, все в снегу. Так, Иваныч грузанулся, поехал доделывать ситьбу. Вот эти вот собаки вот у нас новенькие. Сутками скулят, воют что-то. Так, что у нас тут с Андрюхой на повестке дня сегодня? Будет у нас окно сегодня тут. Большое довольно-таки. Громадное. Не знаю, видно, не видно. Ну, темно сегодня. Темно у нас, пасмурно. Вот у нас окно. Такого размера. Огромное. Красивое будет. Занесли сюда бархат. Чтобы подсох немножко, чтобы можно было его шлифануть. А то наждачка забивается сразу по влажному. Давайте, роняйте, Андрей Владимирович. Здрасте. За топорище.
Эх, будка в лохмотьях на обзоре придется переделывать. Она, в принципе, за деревом. Перед отъездом прибьем. Ага. Короче, начал пилить, как всегда. Бензин не вовремя кончился. Фигово вот ей пилить, у нее обороты какие-то низкие. Ее долбит, бьет. А она больше, если ее разгонять, то можно накосячить. Короче. Ну, сейчас попробуем так. Бурька. Ай ты моя. В общем, братцы, запилили мы кое-как. Тут торец этот, паз этот. И пилой это, она что-то ее наклоняешь, она глохнуть начинает. С перебоями как-то работает. Видать, топливо поступает как-то неправильно, когда под наклоном она. Вот. Все, сейчас сюда на гвозди садим. Здесь запеним. И все будет хорошо. Как сейчас она не зайдет, потом ее доставать. Че? Доставать ее сейчас, говорю. Зачем мы ее врежем, да и все. Повалочку побольше. Не лопнут у нас эти бревна, сейчас это загонять будем. Не, дай Леха этот топор или там большой. Могут. Здесь и хороший. Ну эту мы не так делали. Этот, а это смотри, как вот это, как будто так и должно, да, быть. Чётенько. Да это отлично. Крепко все, ничего не шевелится. Так-то бы нам сюда утеплитель надо бы. Здесь-то есть куда засунуть. Или джут, или запенить. Я что-то посмотрели, пену не нашли. Надо у Кости спрашивать, он там по хозяйству возится. Что мы имеем? Сейчас будем раму собирать. Сюда сейчас доска пятерка. И надо будет с одной доски там вырезать будет, ну, подоконничек такой небольшой. Вот как я вон там делал, вот на этом окошке. Вот типа такого что-то. Идет сборка рамы. Садим на герметик. В общем, все по технологии, по таежной технологии. Если чего-то не хватает, то ну и пусть не хватает. Да не, вроде все есть. Не критично. Хопа. Сейчас стяжки надо будет еще поискать. Да не, мы должны посмотреть, как если ляжет хорошо, нафиг они нам нужны будут. Так ее вроде она ровно садится, ее не выгибает. Вот единственный скол у нас за всю поездку. Вот сейчас тут обнаружили. Показать. В общем, такую приблуду мы сейчас сделаем. Нам надо как-то стянуть ее. Струбцин нет, таких с собой не брали большие. Вот стяжкой сейчас вот сюда стекло поставим и стяжкой стянем. Сюда брусок еще один вдоль рамы вот здесь. И так будет она клеиться.
В общем, вот так у нас это все выглядит. Подожди, вот так сейчас. Еще поднатяни чуть-чуть. Все, стеклянная дверь готова. Летний вариант. Пока ждем. Балки там сделали. Вон крышу ложить. Вон прикрутили крышу. Все, она у нас тут пока стоит. Вон там зазор небольшой, замажем с опилками, клеем. Ничего не будет видно. Так, сейчас нам надо доску найти на подоконник. Вот толстенный кедр. Пойдет такой? Или жалко? И вот столешницу можно. И вот, смотри, здесь еще тоже есть. Не, нам по дюймовку надо. Нам дюймовку? Ну вот она. Да там такие есть вроде внизу толщиной. Сейчас давайте его отпилим, струганем, а там уже эту циркуляркой ее распустим. Нам летом его надо как-то будет собирать. Ужас. Домик стоит. Вот это красота, но надо, чтобы везде тут так все было чистенько, опрятно, красиво. Это все повыносили, побросали. Собаки порастащили. Тут вон кедры полно. Ее будем резать? Да. Давай сейчас это, там профиль у нас есть, сейчас мы сразу лучше циркуляркой. Угу. Чтобы ровнее было напилено. А, у меня вот такой есть один. Получше. А он бегает. Не лучше. Кернить надо.
Есть? Что у нас тут дерсу готовит? А? Уха будет по-фински. По-фински. Финнов нет, а уха будет с итальянскими, да. Вот это мясо все туда пойдет. Ну рыбы мало просто. Решили сделать типа солянки. Чай горячий. Ну, тотники печеные. Яйки печеные. Да. Хера холодно. Готовим ужин. Костян у нас на шлифовке. Готовим уху по-фински. Так как рыбы мало, будем фигачить туда колбасу, мясо. Короче, такая у нас уха будет. Мясная. Типа солянки, что ли. Костя там Андрюхе стал помогать, шлифует доски. Там такой объем работы не сильно сложный. Так, и колбаса вот еще. Саныч, короче, вся колбаса пошла в ход. Чтобы в сухомятку не съели, решили приготовить супчик. Андрюха учит дерсу пользоваться болгаркой. Ну, как правильно шлифовать. Он начал углом сначала ее ставить. Он ему, слышу, говорит, давай всей плоскостью. Я тебе. Чуть-чуть опилками тут засыпал. Ну, мочмала потом будет, потом это все уберем. Ну, пока хотя бы ходить вот сейчас, чтобы комфортно было. Потом уберем. Обжарил колбасу, сейчас вон картофан засыпал. И там еще у нас на плитке на газовой бульон готовился рыбный с горбуши. Ну, я говорю, потому что горбуши мало, чтобы немного понаваристей было. Вот, добавили колбасы, всякое мясо. Нормально будет. Скушаем все с удовольствием. Что-то Андрюха забрал у него шлифмашину, болгарку, и все. Показывает, наверное. Андрюха всегда такой. Что-то, если не нравится, все выхватит с рук и начинает сам. Типа показывает, но в свою очередь делает так, как надо. Чтоб, не дай бог, что-то там не испортили. Так, тут у нас был бульон рыбный. Добавил сюда. Его было немножко, ну, не хватало. Добавил кипятка. Все. Осталось добавить сыр плавленый, сливки. К сожалению, 10% только взял. Желательно 20-15% сливки брать. Жидкие. И сыр плавленый. И в самом конце рыбу. То, что от кости отсоединили. Все будет вкусно. В самом-самом конце зелень. Все, что есть. Петрушка.
лучок, укроп. Бульон варили вот морковь, лук целиком. Добавил сыр. Сейчас сливки. До этого готовили здесь такую уху. Ну, не добавляли ни мяса, ни там, ни грудинки, ничего. Скорее всего, вот она цвет дала. Вот эти добавочки. Ну, а так вкусно. Сейчас зелень добавлю сверху и все. Еще сыр не растворился весь. Все готово. Где-то от силы час потребовалось. Вон Иваныч, Гришка, все идут пешком. Где-то Джимика засадили, наверное. Сейчас шаху, наверное, возьмут, поэт выдергивать. Короче, погода как будто осень, да, какая-то. Такая прям поздняя. Ну-ка давай еще раз, я не запечатлел. Чуть-чуть. Эмоции, 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 эмоции. Пропустил. Вкусно, говорю, как это, как секс. Почти. Вот эта ассоциация у тебя, Иван Иванович. Мужики первый раз такую уху кушают, чтобы там было мясо. Можно оргазм испытать. Ты прекрати развивать свои мысли. Остановись. Настолько вкусно, что вот Остановись. рядом где-то. У тебя что-то эрогенная зона где-то не там. Короче, Дерсу оторвал стартер опять от Жески. Так мы же привезли веревку специально. А он какой-то там красную поставил. Ну вот, она тоже специальная была. Да он дергает, как сумасшедший. Красная? Да, да. Специально. Специальная покупал я. Мы же привозили вот специально всяких разных по моточечку взяли. Толстый, тонкий. Вот это с Леруа Мерлен покупали. Он ее оторвал. Привык рукой дергать, просто дергает сильно. Мускулатура развита. Да, да. Так, ну что, у нас вечер. Поставили окно. Наконец-то. Хотели на джут. Потом что с Андрюхой, да давай запеним его, да и все. Сейчас прихватим там, да и пеной. И все, и подоконник. Ну, наличка, да. Фрезой ёбнет. На 5 кишку крутит, что за хуйня? Походу я не привык к итальянской пище точно. Ага.
В мешке же там был. Где ты видел? Ну, его еще судули туда ложил в мешок. Ну. Оставался джук по-любому. В мешке, я говорю, он будет. Иван Иванович тут сооружает итальянскую теплицу, будет ставить. С профтрубы. Знаем, что она будет хлипковатая. Ничего страшного. И чехол вон тот, или как он, каркас этот. Не каркас, каркас, вот он. Ну да, чехол для теплицы. 6×3. Вот такая вот будет у нас конструкция. Блин, задолбались сегодня, устали. С Андрюхой тяжело работать. Он как начинает и пашет. Вообще на перекур даже не останавливается. Так курит прямо и работает. Когда батарейки у него сядут. А он еще после операции. У него межпозвоночные грыжи вырезали. Вообще. А представляете, он работает, когда у него все в порядке со здоровьем. Просто робот какой-то. Я такой темп не могу держать. Такой темп вряд ли кто-то выдержит. Даже Иваныч удивляется. Только вроде покушали, только он даже чай не успел попить, слышим. Что-то завел уже на улице, уже что-то строгает Иваныч. О, он что, опять уже работает? Маленькая щель получилась. Сейчас мы ее замажем. И все. Весь день, да, Владимирович, сегодня с окном? Ну, оно того стоит, как бы, я считаю. Может, солнце будет, все-таки заснимем, чтобы видно было. Вид с окна? Ну. Так, что у нас тут у Ивана Ивановича происходит? Грядок-то сколько будет? Шикарный вид, я вам скажу. Когда же погода-то будет, а? Вон, сделали свечи такие с вощиной. Иваныч пошел свечку. Я такой вот фитиль покупал на Алиэкспресс. И вощина у нас там вся изгрызанная, старая. Сейчас возьмем с собой. Я такие толстые видел. Это, наверное, надо в 2 слоя фигачить. Да, не нормально, да. У нас снова, друзья, дождь, снег. А тут у нас тепло, комфортно. Че, откройте, а? У меня руки заняты, мужики. Андрюх. Ух ты. Че, тут голожопы есть? Есть. Вот тогда. Иван Иванович. Ванька, возьми эту доску. Как его? Чего, тянется в запасной руке? Вот, пожалуйста.
пожалуйста, чаек. Блядь, что-то я залез. Ой, красота. Иваныч, ну душу греет, да, такая обстановочка? Конечно. Свечи, вот они пригодились. А выключить будет видно, интересно, хоть что-нибудь. О, котлы. Ну так-то ничего. Пойдете. Шикарно. Атмосферка. Атмосферка. Все это потом отшлифуем, покроем. Ну, Костян, Ой, блин. чайник принесел, добро. Отлично. Ну все намылись, помылись. Хапку дров закинул. Уже тут он высохло все, пока мылся. Стирался. Отличная баня. О, все в снегу. Опять снег навалил. Ну как это, немного, но да для 27 апреля как-то непривычно это все видеть, картину.